10 июля 1976 года в небольшом итальянском городке Севиза произошла страшная катастрофа. В результате аварии на местном химическом заводе по производству трихлорфенола в воздух вырвалось огромное ядовитое облако, содержащее более 2 кг диоксинов, одних из самых токсичных веществ на Земле. Такое количество диоксинов способно убить более 100 тысяч человек. До катастрофы в городе Севиза было 17 тысяч жителей. Живописный городок, лежащий у подножья зеленых холмов в долине реки По, в окружении зеленых полей и лесов, привлекал многочисленных туристов из Милана. Был субботний день, и завод практически не работал. 150 человек отдыхали у себя дома, а 10 ремонтников занималось профилактическим осмотром оборудования. Здесь находилось вспомогательное производство одной из самых больших в мире фармацевтических компаний – Хоффман-ля-Рош. В этот день химический реактор завода был заглушен, но рабочие, сидевшие за чашкой кофе в столовой, вдруг услышали громкий хлопок, за которым последовал жуткий пронзительный свист. Рабочие выбежали наружу и увидели, как через предохранительные клапаны, установленные в верхней части аппарата, под огромным давлением вырывается смертоносный газ-диоксин. Причиной аварии явился сбой в процессе производства. В реакторе резко повысилось давление и температура. Сработал предохраняющий от взрыва клапан, и произошла утечка смертоносного газа. Утечка длилась 2-3 минуты. Образовавшееся белое облако начало ветром распространяться на юго-восток и растянулось над городом. Затем оно начало опускаться и покрывать землю туманом. С неба, подобно снегу, сыпались мельчайшие частицы химикатов, а воздух наполнялся едким хлороподобным запахом. Тысячи людей охватили приступы кашля, тошноты, появилась сильная резь в глазах и головная боль. Руководство завода посчитало, что произошел всего лишь небольшой выброс трихлорфенола, который в миллион раз менее токсичен, чем диоксины. Руководители завода предоставили подобный отчет о происшествии лишь к 12 июля, а между тем, все это время ничего не подозревающие люди продолжали употреблять в пищу овощи и фрукты, как уже оказалось позже, с загрязненной диоксинами местности. Трагические последствия случившегося в полной мере начали проявляться с 14 июля. Сотни людей, получивших серьезные отравления, оказались в больницах. Кожа пострадавших покрылась экземой, рубцами и ожогами. Они мучались от рвоты и сильной головной боли. У беременных женщин наблюдался чрезвычайно высокий процент выкидышей, а доктора, полагаясь на информацию компании, лечили больных от отравления трихлорфенолом, который в миллион раз менее токсичен, чем диоксин. Началась массовая гибель животных. Они получили смертельные дозы яда намного быстрее, чем люди, из-за того, что они пили дождевую воду и ели траву, в которых содержались большие дозы диоксинов. В этот же день было проведено совещание мэров городов Севиза и недалеко расположенного Меда, на котором был принят план первоочередных действий. На следующий день было принято решение о сожжении всех деревьев, а также урожая фруктов и овощей, собранных на загрязненной территории. Только через 5 дней химической лабораторией в Швейцарии было установлено, что в результате утечки в атмосферу было выброшено большое количество диоксинов. О загрязнении местности диоксинами оповестили всех здешних врачей. Был установлен запрет на употребление в пищу продуктов загрязненного региона. 24 июля началась эвакуация жителей из наиболее загрязненных территорий. Эта зона была ограждена колючей проволокой, и вокруг нее были расставлены полицейские кордоны. После этого туда вошли люди в защитных комбинезонах для уничтожения оставшихся животных и растений. Вся растительность в наиболее загрязненной зоне была выжжена. Вдобавок, к 25 тысячам умершим животным было уничтожено еще 60 тысяч. На этих участках до сих пор невозможно здоровое существование человека. Учеными Миланского университета было произведено исследование по изучению частоты раковых образований у населения близлежащих к городу Севиза поселений. Под наблюдение попало более 36 тысяч людей, и у них выявлена значительно превышающая норму частота онкологических заболеваний. С 1976 по 1986 года в районе катастрофы от рака скончалось около 500 человек. В 1977 году там было зафиксировано 39 случаев врожденных уродств.
что значительно больше, чем до катастрофы. Друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.